Здравствуйте! Сегодня, 11 октября, в Нюрнберге проходит правовая конференция. Почему именно там и зачем она вообще нужна? Давайте разберемся. Со времени Нюрнбергского трибунала и его приговора в 1946 году считается, что некоторые преступления носят столь серьезный характер и масштабы их последствий настолько велики, что их совершение потрясает совесть всего человечества. Именно поэтому государства отнесли определенные деяния к категории грубых нарушений, которые влекут за собой индивидуальную уголовную ответственность исполнителя преступления. Их чудовищный характер, а также связанная с ними возможность подрыва мира и безопасности всех государств, в свою очередь дают каждому государству право расследовать и преследовать в судебном порядке тех, кто их совершает. А лица, совершающие такие преступления, считаются врагами всего человечества, которые не должны быть в состоянии найти себе тихую гавань нигде в мире. В целом, логическое обоснование осуществления универсальной уголовной юрисдикции заключается в том, что государства могут и должны действовать против лиц, которые в противном случае могут не быть привлечены к ответственности кем бы то ни было. Это единственный способ отправления правосудия и содействия предотвращению основных преступлений, осуждаемых международным правом. После президентских выборов, прошедших в августе 2020 года в Беларуси, режим непрерывно и повсеместно применяет насилие и пытки против белорусов, которые открыто противостоят беззаконию, используя мирный протест. Представители государственной власти демонстративно игнорируют законы. Пытки применяются как наказание с целью получить сведения или вынудить признание, но главным образом для устрашения, чтобы удерживать в шоке и бездействии не только отдельных людей, но и все общество. Пытки – это средство, к которому власти прибегают для того, чтобы сломить и уничтожить людей, добивающихся улучшения жизненных условий и политических перемен у себя на родине. Белорусские международные юристы и правозащитники с тревогой описывают создавшуюся ситуацию в стране как правовой дефолт, то есть неспособность государства обеспечить верховенство закона. Именно поэтому сегодня так важно, чтобы страны-соседки возбуждали уголовные дела и привлекали к уголовной ответственности пособников режима, причастных к геноциду белорусов. Регулярная сменяемость власти становится одним из главных критериев цивилизованности, а лидеры, возглавляющие свои нации 20-40 лет, политической экзотикой. При этом бывших диктаторов теперь не оставляют в покое и в эмиграции. Международное правосудие добивается их выдачи, укрывающие их страны подвергаются давлению мирового сообщества. Из множества диктаторов, на которых столь обилен был 20 век, все действительно кончили плохо. Фашистского диктатора Италии Бенито Муссолини и его любовницу Кларетту Петаччи партизаны в апреле 1945 года расстреляли в окрестностях Милана без суда и следствия, а их трупы повесили вверх ногами на фонарном столбе. Президент Румынии Николай Чаушеску был схвачен после того, как отдал приказ войскам и силам безопасности стрелять в безоружных демонстрантов в Томиашире и Бухаресте. Через 3 дня Чаушеску и его жена Елена были расстреляны, а их трупы сняты на видеопленку и показаны по телевидению, чтобы продемонстрировать оставшимся на свободе вооруженным сторонникам прежней власти, что дальнейшее сопротивление бессмысленно. Бывший президент Сербии Слободан Милошевич был арестован, припровожден в Гаагу, предан суду трибунала ООН по бывшей Югославии и скончался от инфаркта в ходе процесса. Камбоджийский диктатор Пол Пот или Салот Сар, истребивший за 3 года, 8 месяцев и 20 дней своего правления 3 миллиона человек и в порядке борьбы с буржуазными ценностями, запретивший семью, деньги, книги и религию, 20 лет скрывался в непроходимых джунглях. Он умер своей смертью, но фактически сам приговорил себя к пожизненному заключению. Станет ли Лукашенко следующим в этом списке? Бесспорно станет. Наша с вами задача это приблизить. Вы спросите, как? Ну, конечно же, правильно зафиксировав все пытки и все бесчеловечное отношение, которое себе позволяют силовики в отношении мирных граждан. Помощь в этом вам окажет Международный комитет по расследованию пыток в Беларуси. Их контакты мы оставим в описании к данному видео. Комитет фиксирует случаи пыток через Google форму и опрашивает лично тех, кто готов на это. Ищет свидетелей и свидетельства пыток, идентифицирует подозреваемых в пытках и бесчеловечном обращении, готовит судебные иски и юридическое сопровождение людей, которые были подвергнуты пыткам, готовит сообщения и жалобы в международные органы и отчет по собранной информации. Если вы стали жертвой со стороны силовиков, если к вам применялись пытки и иное бесчеловечное отношение, если вы в период времени с августа 2020 года содержались в ВВС, СИЗО или задерживались, зафиксируйте это в комитете по пыткам. Это станет вашим вкладом к приближению нашей общей победы и восстановлению справедливости.
Если ты сам не пострадал, но знаешь людей, которые пострадали, поделись с ними этим видео. Берегите себя. Пока.